Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана, и вы в моем саду. В предыдущем видео я сказала, шутя, что ждем по прогнозам снег. А ведь так и случилось. В конце марта, 28 числа, ночью нас засыпало, и сильнейший ветер со снегом натворил много неприятностей. Еще у меня черенки гортензий в теплице стоят. Там полное расстройство. Но сегодня не об этом. Сегодня про необычную красивенную ель. Необычная плакучая ель инверса. Видео с новой жительницей моего сада я снимала 2 дня до этого, когда еще было солнечно и тепло. Поэтому полюбуемся на нее вместе. Моя новая красавица, ель плакучая, обыкновенная и необыкновенная инверса. Я посадила ее солитером, чтобы обзор на нее был с нескольких сторон. Из главной дорожки, когда мы идем от калитки к дому, и так, чтобы она просматривалась с террасы, с крыльца. Эта ель подходит и для альпинариев, и для мест, где можно высадить солитер. Вокруг, чтобы или газон был, или низкий бордюр какой-то. Рощу сажать из ели инверс я бы точно не стала. Вообще все плакучие деревья для обзорности сажать надо солитерами. Ель инверса медленно растущая. И я специально искала не малышку маленькую, а такую, чтобы видно ее хотя бы было. Ну, у нас еще участок полупустой, поэтому издалека видна. Высота моей инверсы 1,80 м. Вообще-то ее годовой прирост по заявленным характеристикам составляет 15-20 сантиметров. Ширина кроны может достигать 2 метра, а в ширину она распушивается с возрастом. Высота взрослой инверсы зависит от природы и от вас. Мне в питомнике сказали, что она может вырасти и до 8 метров. Скорость роста инверс зависит от нескольких факторов. От ухода, конечно же, от способа подвязки, верхушка, чтобы не заваливалась, и от высоты прививки. Хвоя у нее темно-темно-зеленая, насыщенного цвета и блестящая. Иголочки относительно длинные, если сравнивать, например, с нидиформисом или с акроконой. Декоративность и необычность этой ели придает, конечно же, ее плакучая, не спадающая крона. Ветви вот так спускаются вниз и стелятся по земле. Шишки у нее обыкновенные, вначале зеленые, а позже коричневые. Не такие, как у акроконы, красные. Будем смотреть. Светолюбива, к почвам не требовательна и достаточно морозоустойчива. Красивые иголки, хвоя красивая. Ветви сильно стелятся с возрастом по земле и придают ей такой немного даже сказочный вид. Близко к ней желательно не сажать другие яркие растения, чтобы не отвлекать внимание и взгляд от неспадающих ветвей и невероятно декоративной кроны. Ну, красиво же! Я посадила ей в приятели ель нидиформис. Ну, не знаю, как им понравится вместе. Надеюсь, подружатся. Расстояние около 1,5 метров до вот этой маленькой нидиформис. Даже чуть больше, 1,80 м. Ну, посмотрим. У меня ель, видите, несколько вершин. А вообще
инверсы имеют одну верхушку заваливающуюся. Если вы на фотографиях в интернете посмотрите. Я когда выбирала в питомнике ее среди нескольких экземпляров, мне захотелось именно такую, многоверхушечную, а не с одной перекошенной вершиной. Как-то я ходила вокруг них, вокруг елей этих, и душа приросла именно к такой. Посмотрим, как моя нарастать будет по скорости. Но у нас не все так гладко с ее посадкой получилось. Хоть она и выглядит достаточно небольшой, ком ее был почти 100 килограмм. Нам манипулятором еле ее погрузили в машину. Довезли мы ее нормально, выгрузили, к месту посадки транспортировали. А потом что-то пошло не так. Посадка была очень трудоемкая, конечно. По итогу пришлось ей гипс наложить. К сожалению, уже тут в саду при посадке мы умудрились одну из веток верхушки поломать. Невероятно жалко было, но надо как-то выходить из положения. Я решила наложить шину и плотную повязку. Так на нее глядя и не скажешь, где это, да? Посмотрим, если молодые приросты пойдут на той веточке, значит приживается. И я вам покажу. Если нет, то придется ее удалить. Такие красивые изгибающиеся ветки. И вниз стелятся, спускаются. Они красиво на ветру колышутся, когда ветерок небольшой. Она у меня уже растет месяц. Через 2 дня будет месяц. Сажала я ее, как и все свои хвойные гортензии, и хвойные гортензии. В посадочную яму добавляла сосновый опад. Грунт слабокислый. Можно покупать для хвойных грунт, но я мешала наш с участка суглинок, чуть-чуть земли из-под сосен из леса взяла и хвойный опад. Замульчировала тоже все вокруг иголками. Полив тут проложен, поэтому думаю, ей все понравится. Первый снег в моем саду, который был в марте, она перенесла стойко. Ничего у нее не перекосилось, не поломалось. Она оказалась невероятно эффектна, когда заснежена и когда, особенно вечером, когда я бегала, пыталась отряхнуть все свои опять можжевельники, мокрый снег налип везде. Она была красива, конечно, в лучах прожектора. Зимой будем наблюдать за ее сказочными перевоплощениями. Вот такая невероятная плакучая красавица теперь будет радовать нас на прогулках по саду. На фоне неба красивое. Еще раз повторю, что у нее хвоя такая приятная, не колючая, приятная на ощупь. Вообще мне понравилась, конечно, эта ель. На ветру веточки, как я говорю, колышутся. Не спадают и лежат. С возрастом будут больше вокруг дерева, будет больше зеленый коврик из вот этих спускающихся ветвей. Ну, у меня на этом все. Задавайте свои вопросы и не забывайте поставить лайк. До встречи в моем саду через несколько дней. Надеюсь, опять солнечно и теплой весной. И, наверное, уже в апреле.